Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как можно постирать очень большое одеяло, которое не влазит в стиральную машинку, и поэтому его не так уж и просто постирать. Но в данном видео я расскажу очень интересный подход, необычный, который вы нигде не найдете, и стирка одеяла вам будет доставлять только удовольствие. Если одеяло содержит очень серьезное загрязнение, какие-то пятна, особенно от еды, то лучше всего использовать жидкое моющее средство для мытья посуды. И в таком случае серьезные загрязнения, пятна лучше всего предварительно застирать с данным средством, оставить их застиранные пятна где-то на полчасика, чтобы они полежали, повзаимодействовали со средством, а потом все смыть и приступать к основной стирке. Если же пятна очень серьезные и уже застарелые, то, конечно же, лучше всего повторить процедуру 2 либо даже 3 раза. Лучше всего стирать одеяло в ванне ногами. Это самый простой и легкий способ. Причем вам не нужно будет наклоняться, и нагрузки на спину не будет вообще никакой. Я стираю жидким моющим средством. Оно лучше всего выполаскивается. Можно добавлять столько, сколько вам необходимо, в зависимости от веса одеяла. И потом вот активненько по нему походить. Можно запустить в ванну детей, чтобы они, конечно, походили в воде, пожмакали одеяло, вот так вот его помассировали. И, в принципе, этого будет достаточно. Одеяло хорошо простирается. Ну а теперь самый главный момент. Как же одеяло отжать самым легким способом и потом высушить. После того, как вы спустили воду, набрали новую, прополоскали одеяло несколько раз, оно будет у вас все равно тяжелым, мокрым, и, естественно, отжимать вот вручную очень непросто. Все зависит от одеяла, оно может быть крайне тяжелым, и получается очень большая нагрузка на спину. Я использую вот такой очень простой способ. Нужно встать в ванну и вот с края, буквально ногами, его вот так вот закрутить. В принципе, как палас. Вот насколько у вас получается. Одеяло, конечно же, мокрое, тяжелое. Я сейчас для облегчения съемки делаю в сухом варианте. Но, в принципе, одеяло можно вот так вот как бы роликом скрутить. И вот таким образом вы скручиваете одеяло, как у вас получится. Все зависит от размера, от тяжести его. То есть его немножечко нужно скрутить, как-то сложить пополам в 4 сложения. И потом по нему походить. Часть воды уже отожмется за счет того, что вы походите по одеялу. То есть вы будете выполнять функцию пресса. Еще один прием, который можно использовать. Взять обычные резинки для трусов, можно нарезать и вот так вот перетянуть одеяло резинками, сделать такой валик и еще разочек по нему походить. И таким образом каждый раз вот одеяло будет все легче и легче и содержать меньше воды. Еще хороший вариант, опять уже частично отжатое одеяло, раскрутить, закрутить с другой стороны. То есть если мы делали вот с одного края ванны, закручивали к стоку, то от стока в другую сторону закрутить. И таким образом одеяло у вас вести очень хорошо. Вот так вот под тяжестью вашего тела отожмется. И уже легче будет его дальше сушить. И теперь приступаем к следующему этапу. Можно взять какую-то балку, можно взять досточку специальную для ванны и вот таким вот образом перекинуть через ванну. Можно взять, допустим, даже какие-то табуретки, то есть что-то, на что можно накинуть одеяло. Можно сесть в ванне и уже кончик одеяла накинуть на данную досточку. А с другой стороны можно еще одну досточку поставить, перекинуть через ванну и уже вторую часть одеяла. Вам не приходится каждый раз поднимать целое одеяло. То есть вы по чуть-чуть сначала с одной стороны накинули, потом вторую часть одеяла вы закидываете на другую досточку, либо
перекладину. Можно использовать также швабру. Конечно, деревянная – это лучший вариант, нежели пластиковая, чтобы она не поломалась. И под низ тоже можно что-то подставить. Таким образом, остатки влаги у вас тоже стекут. И потом высушить одеяло на балконе будет значительно проще. Самый, конечно, оптимальный вариант – это сесть в ванну и из положения сидя уже накидывать одеяло на перекладину. В таком случае нагрузка будет приходиться в основном на ноги и на руки, а на спину нет, потому что вы вообще не делаете никакого наклона. И вообще самый лучший вариант поднятия тяжести – это когда вы садитесь, то есть делаете приседание, берете тяжелую вещь в руки и с этой тяжелой вещью поднимаетесь вверх. То есть, по сути, у вас вот такое вот приседание происходит. И вся нагрузка идет на ноги и на руки. Если же вы в положении вот наклонившемся будете поднимать вещь, то вся нагрузка будет приходиться на поясницу, причем величина этой нагрузки в разы превосходит массу той вещи, которую вы поднимаете. Ну, это просто обычная физика. Поэтому самый лучший вариант, вот вы присели, взяли вещь какую-то, встали и подняли. Ну, это вам не такая рекомендация от остеопата, как лучше всего работать с тяжестями и при этом иметь всего лишь минимальную нагрузку на тело. И я с вами на этом прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.